у каждого своя история. Кто-то бежит ради личника, да, за личным рекордом, а кто-то бежит просто ради того, чтобы преодолеть впервые вообще свои какие-то цели. Не как юрист, а как девушка красивая. Что там, Адина? Сейчас давайте быстро спрошу по этим вопросам, какие меня интересуют. В прошлом году было замечание, что слишком близко к арке были турникеты. Мы можем их чуть сдвинуть? Да, я подвину, и длина сократится. Длина, и между ними ширину пошире сделать надо. Хорошо, Да. сделаем. Я знаю, что вроде бы все прописано и все знают, но я еще раз прошу просмотреть каждого функционала, отметить для себя маркером свои зоны ответственности, чтобы у нас все прошло гладко, и чтобы не было никаких вопросов и нервов, поменьше стресса. И еще один момент важный по поводу, если что-то случилось, ЧП, есть много новеньких сотрудников, еще раз проговорю, официальное лицо, которое делает заявление, только я. На русском, на казахском ИСА. Все, что происходит, пока я не дам команду, никто никому ничего не комментирует, никто никому ничего не обсуждает и не говорит. Пока мы не выдадим официальную версию, релиз, это вот все будет Василина отрабатывает и я. Если, не дай бог, что-то случается, я выключаюсь с мероприятия, занимаюсь этими вопросами, ответственно продолжает кто? ИСА вы? Угу. Все мероприятие под контролем за ИСой тогда. Да, с самого начала я здесь. С самого начала. Сегодня кто мне? Мы сегодня встречались в Акимате, и кто-то из департамента полиции сказал, вы же уже давно занимаетесь. Я говорю, я с самого начала. Ну вот, с 2012 года мы проводим марафон. Ну да, первый марафон проводили. Вот, я еще оттуда. Я работала в оргклассе же, коммерческим директором. И мы решили как-нибудь прикольно отпраздновать день рождения оргкласса. Мы открыли его в 2011 году. И на 2012 году хотели сделать праздник спортивный в честь дня рождения. Ну и так идея, что сидели, штормили. Давайте забег проведем городской. А потом, когда обсуждали, возникла идея, типа, а давайте марафон попробуем сделать. Ну, так и пришло. Вот, и мы тогда вот и провели его городской. Он тогда еще был по Восточке. 2 круга. По Восточке нужно было 2 круга вот в эту гору забегать. Ну вот, в общем, так и провели. И, конечно, это, понятно, что мы же не организаторы мероприятий, тем более спортивных. Как-то, в общем, провели, поняли, что интерес есть, что люди собрались. И мы думали, все будем делать марафон всегда. Вот ребята, да, все это волонтеры добровольно, кто помогает нам уже не первый год, кто-то уже все там 7 лет с нами, кто-то там только подключился. Ну вот реально, посмотреть по списку, вытащить номер, наклеить стикер, это же все ручная работа такая, ты прикинь, ты когда весь день здесь сидишь, и глаза просто замыливаются уже. Начинает рябить, мне кажется. Я уже сижу 5 минут, уже думаю, что за фигня происходит. Да, завтра пятница с 10 до 9. Экспо будет проходить, спортивная ярмарка. И здесь, в этих окошках, они сейчас смонтированы, подписаны, будут забирать стартовые номера.
Сейчас, конечно, не так прям видно, сейчас монтаж идет. Он вообще идет, вот как 28 число наступило, с 12 ночи идет. Такие большие экспозоны, которые требуют такого долгого монтажа, они с ночи прямо здесь. Так, а где все? Здравствуйте. Что у вас? Все по плану или нет? Да, нормально. А Раушан где? Хорошо. Вот здесь. Что-то не готово у нас? Или что-то? Ну, там сейчас по нашей межзоне так звонок. Проделывается огромная работа. Закантовой работы много, да? Очень! Прям очень! До конца прям палатки будут стоять. Мади, посмотри, там на лобовике ВИН должен быть написан, ВИН-код машины. Ты его сфотай и передай сотрудникам, может они по ВИНу пробьют хозяина. За 2,5 года, мне кажется, я еще не знаю всего, что еще происходит. То есть у нас поделено по задачам, по разным направлениям, Если у вас лидер там решил где-то здесь сократить, или вот... и каждый коллега контролирует свой вопрос. Вот Раушан за экспо, комбат за волонтеров. Я там за трассу, да, и вот у всех свои задачи. Это же еще потом все надо в один момент поженить, чтобы все срослось. Мы сегодня приехали на локацию в 8 утра для того, чтобы размечать промозоны. Но так как сегодня была такая погода, пасмурная, а потом полил дождик, то нам пришлось немножечко именно опоздать с разметкой. Делали это все вручную, мелом. Обычно мы размечаем все скотчем специальным. То есть нашим партнерам тоже было немножечко сложно ориентироваться, но мы справились, все промозоны выстроились. Да ко мне дальше скотч не да. Я как бы это делать? Считай, 70 штук надо шляп. Ага. Может, часть поглубже поставить, а часть сюда потом вытащим. 35 может туда в глубину поставить, и 35 здесь поближе. То есть организация, она и состоит из таких мелочей. И в целом тебя как организатора не замечает, когда все ништяк проходит. Мы сейчас поедем виндеры каждый километр расставлять по схеме. У нас есть на карте точки, где мы их должны выставить. Вот 39 и 18 теперь. Ты вот как участник пришел, у тебя все четко прошел, ты пробежал, ушел, да? Все нормально. Но если случился косяк, все, организаторы, вы это не рассчитали, как, так, там. Это может случиться либо форс-мажор, либо какая-то накладка произошла. Калайсин, Митяй. Как дела? Нормально. Я поеду, вам конусы скину, все. Давай. Митяй, вот эти знаки, помнишь, тоже проставишь? Там, где конусы. А, нет. Это вот к этим поставим. Так, что я еще должен был на трассу взять? Слушай, блин, хорошо вспомнил. Так грузите пока, сейчас я. Я не знаю, должны ли люди это осознавать? Но мне кажется, это важно показывать, что это не так, что вы пришли на старт, убежали и все это готово. Это реально делается человеческими руками, командой, волонтерами, с городскими службами, потому что городские службы тоже максимально задействованы. Это тоже большая работа. Те же скорые помощи, которые ездят по маршруту, смотрят, чтобы все было нормально. Службы уборщиков, которые убирают. Сейчас план подготовить трассу к нашим участникам. То есть вот как раз сейчас ночь.
Сейчас вот движение все спало, и мы можем уже работать на трассе. Сейчас основное мы выкидываем километровые виндеры, то есть каждый километр на каждой дистанции будет стоять указатель. Это для тех участников, кто там без часов бегает, ну и в целом удобно, когда у тебя по трассе есть указатели. Плотнее ставьте, пацаны, ничего страшного. Ага, все. Короче, я же сам бегаю и знаю, короче, все беговое сообщество. И они мне всегда говорят: а почему ты не участвуешь на Алматы марафон? Они просто не знают, что за этим стоит, как мы там все это готовим, как завтра мы этот старт, не завтра, а через сколько осталось до старта. 3 часа с половиной. Как мы сейчас на старте будем бегать, все это организовывается. Все, Митя, я тебя вот сюда поставлю, выдвинешь потом вот сюда на центр, когда конусы выставятся. Давай, давай, ставьте. Да, я проехал, у них, в принципе, на там 90% трасса готова, уже все выставлено. Остались только большие выгородки, но это позже сделается, сейчас смысла, сейчас опасно их ставить. Это ближе к 7. Все, пацаны, пошлите со мной. Пойдем. Вы сейчас что делали? Нет, не надо, пойдем. Ребята, мы вам сейчас наполовину турникет закроем, чтобы у вас доступ был. Потом, знаете, да, закрыть, чтобы участники не заходили, открыть перед тем, как будет построение. В нашем городе очень сложно строить маршрут на 42 километра, чтобы это было удобно с точки зрения инфраструктуры, бега, чтобы это были широкие улицы. Плюс нам важно, чтобы была большая стартовая финишная зона, где можно там всю инфраструктуру для стартового городка построить. Палатки массажистов, скорой помощи. У нас есть там штаб, который курирует всю трассу, стартовый городок и так далее. Все это на площади, да. Ну и исходя уже из площади, мы уже рассчитывали. Ну плюс еще из-за того, что мы в ассоциации международных марафонов, там есть требования, старт-финиш должны на каком-то определенном уровне находиться, чтобы перепада сильного не было. Но алматинская трасса тяжелая. Алматинская трасса тяжелая. У нас на 42 километра 440 метров набора. Это, достаточно много. Набор, который мы набираем во время прохождения этой дистанции. Действительно, доброе утро всем. Только через 40, доброе утро, ребят, через 45 минут будет стартовать первые у нас атлеты. Мне кажется, мы преобразили сам внешний вид города с точки зрения наполнения людей, прогрессивных, спортивных, модных. Сейчас молодежь гораздо меньше стала там употреблять алкоголь, мне кажется. Все более какие-то на спорте. Там, если это не бег, то это другой вид спорта какой-то. И по моему мнению, что это как раз-таки портрет в целом жителя города Алматы, он поменялся. Сейчас это более такие молодые, спортивные люди. Громче! 6, 5, 4 и 2, 1, Первый год было 2500 людей, а во второй год уже было 5. Короче, у нас цифры стали расти в какой-то нереальной прогрессии. 5, потом 7,5, потом 10, потом 12, то есть вот так, до пандемии. Мне кажется, что мы как-то все у нас как-то органично все получилось. Я не знаю, мы же не строили стратегию сразу, что мы вот так будем делать. И вот у нас как-то все росло так органически. И понятно, что мы там ставили какие-то себе там краткосрочные, потом долгосрочные цели. И мы вот за эти годы такую работу провели большую. Мы же писали статьи, что это нужно городу. Мы там проводили лектории для бегунов, те, кто хочет бегать, но не знает как. То есть мы вот эту культуру старались не просто проводить мероприятия, а развивать культуру. Мне кажется, быстрый скачок, поменялось все. Вот в 2012 году
люди, которые занимались спортом, их можно встретить было только в фитнес-клубе. И то, если у тебя есть возможность. Потому что в 2012 году были только вот эти люксовые клубы, типа Люксор, World Class, Fidelity. А чтобы кто-то бегал, да, блин. Если ты пробежал один на тебя смотрит, дебил, что ли? Что ты тут бегаешь? Но, мне кажется, сыграло то, что это тренд, в принципе, заниматься, да, мировой тренд. Ну, мировой-то он давно, там-то люди, у них это в подкорке, как бы, они в школе всегда занимаются спортом, ходят там на физкультуру и так далее. У нас, к сожалению, этой культуры не было, и она потихоньку только сейчас начала формироваться, вот этот тренд, что спортом заниматься это модно. То есть общая картина формируется вот из нескольких частей. Развитие социальных сетей, Алматы-марафон предоставил площадки, и каждый нашел что-то в беге. Я нашел соревновательную часть. Для меня это было важно. Кто-то нашел похудение веса, кто-то нашел борьбу с зависимостью, кто-то нашел построить правильно свой режим дня. Я бегаю регулярно и регулярно хожу в горы. Вот. Вообще бегать начала, чтобы быть выносливой в горах. Классно, мне очень нравится. Очень заряжает атмосфера, люди такие классные тоже. На трассе тоже. Трасса была очень удобная. Все понравилось. Весело. Пока нет, еще не вечер. То есть бег — это такая штука, где может себя найти каждый в чем-то. Вот, я думаю, вот так мы начали все бегать. Дмитрий Нетелин, 30 минут, және оператор холма, 57 секунд. Мы сейчас больше сконцентрированы не на количестве там, мероприятий или участников на каждом мероприятии, а именно на качестве. Хочется, чтобы максимальное количество людей именно осознанно к этому приходили. И тут как раз-таки вопрос не в погоне за количеством участников. Лучше пусть человек скажет: сори, я не готов, я не хочу насиловать себя и не побегу. Он придет через какое-то время подготовленный уже, чем лишь бы вот количество лишь бы закрыть, но зато там у нас бежит там 20 тысяч людей. Такой цели нет. Алматинская федерация триатлона мощно сегодня финишировала. Геннадий Зеленский вижу, бежит Геннадий, Гена с финиша. Слушайте, это была мощная заруба. Финишные створки, капитан команды сборной Алматы по триатлону. Мощные капитаны, мощные атлеты сегодня знаменитые. Бегуны из Казахстана. Атлеты Алматы, в числе первых сегодня на дистанции 10 километров. Небывалая гордость у меня за нашу сборную, потому что все-таки атлеты... Так. Ты точно не хочешь в туалет? Точно. На, вот эту одень. Это твоя. На, держи.
Да, это моя. Я в ней бегаю теперь. Нет, не холодно? Нет. Так, перчатки. Перчатки нам не нужны. Не нужно. С чего так решили начать бегать-то? Бегать? Как-то с другом разговаривал. Вообще у меня друзья бегают. И вот с одним другом разговаривал, и он мне как-то сказал, что бег изменил его жизнь. И как бы я даже на него смотрел, он полностью изменился. И потом я начал задумываться, хотя бег трудно мне давался всегда, даже на тренировках, там, футбол, баскетбол. Ну вот решил попробовать. Ну как бы я к этому пришел уже осенью, наверное, когда в Туркестане марафон был. И уже тогда задумался попробовать бегать, начать бегать. Ну и вот начал. Что много проблем со здоровьем оказалось. Ну, все решаемо, все можно исправить. Вот сейчас нравится пока. Дальше посмотрим. Что ты рисуешь? Человек по имени Дервен. А я только коняк-маяк. Давно здесь не были. Наверное, где-то недели 3. Мы здесь гуляем часто. Ну, раньше, когда дети маленькие были совсем. Мы их положили в коляску и здесь гуляли. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. И так же с нами. Я решил взяться за здоровье. Ну, как бы ради здоровья, да? И ради вот этих вот детей моих. Да. Ты же говоришь, что я толстый. Толстый. Похудей, если вы действительно только худите. Угу. Хочу быть здоровым физически и ментально. Я думаю, как бы это мне поможет. Ну, не только бег, но вообще в целом. Потому что, смотря на людей, которые этим занимаются, столько энергии, энтузиазма, они все такие энергичные, веселые, какие-то, так, со стороны за ними наблюдаешь, думаешь, да, как бы люди радуются такими простыми вещами. Со временем как-то все такое серое становится. Ну, хочется... Ну, это с возрастом, это не для тебя. У тебя все хорошо, Адина? Я знаю. Да? Не грусти. Пойдем. Чего вы так долго? Как улитка. ГМ, там ведутся ремонтные работы по саду, у нас Да, проходит я трасса. только что разговаривал с Нурзатовой. Сейчас мне маршрут, Бауджан Барма. Барма Через где? маршрут. Нет, это электронный. Что это, Нурзатова? Он хочет, он о чем говорит? Он говорит, рукава есть, если у нас разворот где идет? Дайте маршрут. Десятка у нас не затрагивается, в принципе. Это у нас Абая будет. Да, все, у нас Сайна Абая, только разворот идет. По туннелю же будет проходить. Вот смотрите, да, они, получается, парк Первый Президент побежали вниз по Сайна под мостами. И только перед Абай они уходят по рукаву направо на этот. Все. Какой там участок сейчас ремонт идет? Идет именно в туннелях. Потом только я знаю, где какие стрелки нужно вешать. Я физически могу контролировать только одну бригаду. Да, у меня есть помощник, он может контролировать вторую бригаду. Ну все. Сейчас кому-то объяснить, куда что вешать, где повесить, извините, идут соревнования, где повесить какую стрелку, в какое место, это только я знаю. И я не могу сейчас на всю трассу распылиться. То есть, чтобы вы понимали объем, я всю ночь буду и там до обеда выкидывать эти турникеты по трассе. Потом сразу же мне нужно будет их промаркировать. Это тоже в районе 8 часов по пробкам займет, если не 10.
И, соответственно, в ночь перед, в эту же вечер, всю ночь, смотрите. мне нужно их выставлять, чтобы участники побежали. 24 у нас есть целый день до 25, правильно? Да. Если мы, например, с ночи заберем это все полностью, и потом бір күн бойы бәрін қоя бастасақ. Я понимаю. Да. Вопрос Потом, в том, что, что вы не отдохнете или еще что-то, или как? Это здесь не то, что вопрос не отдохнуть. Здесь реально есть риск где-то не успеть, во-первых. Во-вторых, да, я буду одну ночь не спать, целый день работать, вторую ночь не спать. Давайте я вместе с вами и также буду отработать. Вопрос, это не проблема. Нет, вопрос же в том, что только я знаю эту механику, да. Вот механику расстановки. Это же решаемый же вопрос. Например, смотрите, вы с Алматы-арены все приносите, правильно? Центральный стадион. С Алматы-арены. Они же там складируются, по идее. Нет, они на Соболевской есть. На Алматы-арене всего 100 штук находится. Ага. А сейчас центральный стадион после мероприятия, на следующее утро они все подготовят, уже на вывоз подготовят. Вы пришли техника, она же у нас на районе, вы же 400 штук взяли и на сцену поставили. По маршруту. Или вам маршрут важнее? Нет, важнее. Почему ты Ежана взяла на работу? Помнишь почему? Да, я помню, мы с ним бегали у одного тренера, занимались. Там мы с ним познакомились. И как-то мы пошли вместе в горы, и он начал рассказывать про себя, про то, что он там работал, с футболом был связан. И он как-то спросил меня, есть ли вакансии, потому что ему было бы интересно работать в этой сфере, в спортивной, потому что у него есть опыт в федерации, вот как раз вот эти вот все какие-то операционные вещи. И у нас тогда не было вакансий. Я говорю, блин, пока нету, но если что, я тебе дам знать. Проходит типа еще год, может быть, даже 1,5, и мне нужна вакансия, как раз проектный менеджер, который бы занимался организацией каких-то определенных ивентов, который знает специфику, который может общаться с партнерами, с оргструктурой, с госорганами и так далее. И мне в голову пришел Ержан тогда. Я ему позвонила, говорю, тебе интересно еще? Спустя столько времени. Он говорит, интересно. И мы с ним встретились, поговорили, и все, и мы взяли его на работу. Сюда! Финиш! 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 Второй круг? Да. Налево тогда. Финиш, ребята, финиш! Так, надо чуть назад, а то они с поворота. Второй круг! На второй круг! Финиш правее! Правее на финиш! Я сегодня болельщик. Пришел болеть за друга. Шикарный праздник для всего города. Алматы марафоны вообще крутые ребята. А это твоя да, Салай? Давида видел? Нет. Прямо, вверх по Дзержинского. Лево на Шевченко. На Шевченко-Панфилова разворот. Обратно также возвращаешься. Только здесь правый на Блайхана уходишь. Ага. Лево Кирова и по Панфилова спускаешься. Митяй, Салем. Что делаешь? Я Курмашка и... все, понял. Почему вы решили, что Жекин это? Блин, я вот честно хочу, чтобы Жекин стал зошником, да. Он что-то все не может начать. Долгое время он такой жизнью живет, скажем так. Уже ему пора поменяться. У него 2 детей, жена, и сейчас ему сложно сочетать. Ну, плюс еще возраст, здоровье, как бы. Ему пора заняться спортом, уйти от этой всякой темы. Вот. Вообще моя мечта, чтобы Митяй стал бегуном или вообще спортсменом, любым спортом увлекся бы и туда переключился. А почему для вас это важно вообще? Ну, это друг мой близкий. Деревья. Деревья, да, инеем покрыты. Видишь? Белые ветки. Ты сегодня постарайся, хорошо занимайся, ладно? Что учитель говорит, делай. Хорошо?
Ежик, продублируй, пожалуйста, номер. Я походу не записал. Сказать от тебя, да? Ага, типа ты дал. Все, давай. Ержан говорил про тренера. Володя его, кажется, зовут. Да, его зовут Владимир Борисов. Он один из лучших тренеров. Ага. Хотели бы к нему попасть? Да. Ну супер, давайте запишем к нему. У него как раз освободилось место. Хорошо, окей. Спасибо, договорились. Тогда до завтра. До свидания. Ну, до свидания. Самое главное в тренировке – это хорошо размяться. Лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Это главный принцип. Да. Короче, с тренером разговаривали. Сегодня долго. И он мне сказал, что мало времени до марафона. Типа, подготовиться мало времени. Поэтому он даст мне вот, супер. По максимуму, но так, как чувствуешь себя? Потихоньку, все равно 4 раза Хорошо? в неделю. Стоп. Вот. Разогрелся получше сейчас? Или? Ну не хуже, да? Так, и получается это. И теперь получается после этого надо будет сейчас кружок пробежаться, просто посмотреть. Ага. Хуже, лучше, вот такое. Ага. Пробеги сейчас. Как состояние? И самое главное, прочувствовать стопу. Прочувствовать стопу самое главное. Кучу видосов пересмотрел на тему алкоголя, там, разных зависимостей, и, там, начиная там, от пива или крепкого алкоголя. И я думал, что, многие думают, и я тоже думал, что там, если 2-3 банки вечером, там, дома, после работы, там, ерунда, типа, меня это не касается. Но, оказывается, это не так. Здесь было пиво, а сейчас вода. Батя, я как бы не против. Митяя Жикен, он не пьет. Это все? Это все уже стоит недели 1.5, да? Как даже 2. Ну, когда уже сказали, что все, хватит. И в целом, я думаю, для него это не так тяжело, как я думала. Я переживала, что ему тяжко будет. Но, оказывается, он очень хорошо держится, и я рада этому. Завтра посмотрим на восстановление, как организм будет себя вести. То есть уже оттуда будем Твой тренер? То есть надо посмотреть, как организм перенесет нагрузку. И всегда надо смотреть, как было при нагрузке и как... В 2014 году, это вот по моей свежей памяти, приходит мой супруг будущий, веселый такой, да, такой деловой, красавчик. Ну скажи же, так же было. Да. После дня рождения своего. Стройный, худой? Нет, тогда уже ты не был стройным, если честно. Я смотрю твои детские фотографии молодости. Вот тогда ты был похудее, красивый, стройный такой. Вот жалко, что я тогда была только ребенком. Честно говоря, больше надо мной прикалывалась дочка, и все больше и больше прикалывается. Говорит, что я толстый, большой, что у меня большой живот, она вот так говорит. Ну и супруга тоже говорит, что-то ты это совсем, надо уже с собой заниматься. Поэтому долго думал о беге и наблюдаешь за бегунами там.
И тоже хочется поучаствовать в этой теме, побыть, как бы прочувствовать это. Ну, я думаю, в плане здоровья тоже это очень большой плюс будет. Вот. И, вот, ну, естественно, здоровье, буду хорошо выглядеть, лучше, чем сейчас. Вот. Поэтому решил. Вообще знаешь, что к бегу надо вот прям вот так готовиться? Да, знал. Знал я вот мой первый марафон, который я пробежал в 2008 году, кажется, в Астане. Я его пробежал просто с дивана встал и пробежал. И у меня потом болели ноги, поясница, ноги. Очень долго я подпортил связки. Вот поэтому, да, я знаю, что надо готовиться. Я не профессиональный спортсмен, я начала триатлон заниматься лет 8-9 назад. Вот тоже, как, ну, по сути, как с дивана, но потихоньку. Не так, что я там встала и через 3 месяца пошла делать полный айрон. Я готовилась полноценно к половинке там полгода. Понятно, что там было какое-то очень медленное время. Ну и там через 1,5 года, по-моему, я начала делать, ну, готовиться к полному. То есть я наметила старт, и я понимала, что я к нему должна готовиться минимум там, год. Минимум год. Ну, у меня вышло 1,5 где-то. Ну, у нас есть такое, айронменами становится не тогда, когда ты финишировал гонку айронмен, а весь твой тренировочный процесс, который ты шел к этой дате гонки. Тогда ты становишься айронменом, не тогда, когда ты выходишь на старт и пересекаешь финишную ленту. Ты становишься айронменом тогда, когда ты готовишься к нему поступательно, спокойно, с осознанием, потому что это, ну, серьезная дистанция. То же самое про марафон. Ты марафонцем становишься тогда, когда ты готовишься к марафону. У нас люди считают, что 21 и 42 – это пробежать в такт. Учитывая наш рельеф, учитывая то, в какой местности мы живем, а мы живем на высоте, учитывая, что к любой длинной дистанции свыше 15 километров нужно основательно готовиться. Я считаю, что даже десятки нужно готовиться. К любой дистанции, пусть это будет 3-5 километров, 10 километров, к любой дистанции нужно готовиться, потому что ты не знаешь, как тебя поведут суставы, сердце, дыхание, мышцы. Судороги может свести, все что угодно может произойти. Поэтому мы и тренируемся, чтобы тестировать свой организм во время тренировки, смотреть, как он реагирует, слушать себя. Почему мы используем кучу вот этих гаджетов, пульсометры, часы, чтобы опять-таки отслеживать свое здоровье, смотреть, контролировать. А у нас большинство, вот если смотреть беговое сообщество, которое вот ходит к тренеру, следят за своим здоровьем, за пульсом, маленько, да. Их там, ну, если в Алмате взять, их, наверное, максимум 1000-2-3. Бегут 15-17 тысяч, все остальные нет. Это те, которые вот с дивана, как говорится, бегут, на авосе пробегу. Ну, если что, пешком дойду. Забеги, как и на любых больших массовых спортивных мероприятиях, иногда могут случаться какие-то трагические случаи. Вообще наша задача всегда максимально обеспечить безопасность участников на наших мероприятиях, оказать вовремя помощь. И все те 3 случая, которые случились у нас, они очень сильно отпечатались в моей памяти, в памяти всех организаторов, членов команды. Хочется еще раз, конечно, выразить соболезнования семьям погибших спортсменов. Но хочу отметить, что безопасность всегда остается нашим приоритетом при организации мероприятий. И, конечно же, мы большую работу хотим проводить и проводим по подготовке в плане донесения правильной информации для атлетов, осознанности, подхода к тренировкам, к соревнованиям. Поэтому, да, это очень важно для нас.
Все нормально, да? ЭКГ прекрасно. Но элементарно, если человек хочет заниматься бегом или циклическими видами спорта, в первую очередь я бы сделала ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой. Есть специальный тест, который проводится на дорожке либо на велотренажере, куда крепится оборудование электрокардиограммы, и под нагрузкой уже кардиолог смотрит, как сердце реагирует на нагрузку, как оно восстанавливается. Ну вот здесь тоже у вас достаточно хорошая подготовленность. То есть не 130 вы бегаете, и 140, и 150 есть. Здесь тоже прям хорошо. Если в таком темпе побежите, в принципе, очень даже комфортно будет. И потом уже, ну, этот тест не занимает там более 50 минут, и стоит он не так дорого, там, до 20 тысяч тенге. Пройти его раз в полгода, даже раз в год будет достаточно пройти, чтобы быть уверенным в том, что, в принципе, кардионагрузки, беговые нагрузки, они не вредны для конкретно вашего организма. Коллеги, лидер у меня Ислам Амандос. Ислам, сюда! Сюда, ко мне! Ислам! Ислам, сюда! Ислам, сюда! Забегай сюда, там беги, народу нету! Лезь, сюда, иди сюда! Из года в год все равно количество людей, которые более осознанно подходят, их растет. И это радует. На 3 части условно можно разделить наш поток людей. Это вот есть первая категория людей, такие включки, профессионалы, уже любители с опытом. Вот они бегут в голове как бы колонны. Потом есть такая большая колбаса, это вот самый средний такой. Это те бегуны, которые бегают, скажем так, раз в неделю, может быть, 2 раза в неделю. И начинают более усиленно готовиться к самому мероприятию за 2 недели, может, за неделю. Но они уже как бы гораздо комфортнее себя чувствуют во время бега. Да, их больше всего. И третья категория – это вот реально люди, которые могут побежать с бодуна, которые просто где-то сидели, купили слот, которые вообще никогда не бегали и думают, что да, что такого десятка. Мне нравится основная вот не причина, а вообще фишка такая, то, что я вес сбрасываю. И от алкоголя отказался, что очень хорошо сказывается. Ну, как бы голова свежая, и много всяких идей приходит по работе. Ну, алматинцы побежали. Куда все бегают? Ну, разные, я не знаю, разные причины у людей. Кто-то просто... Кто-то изначально спортсмен, там, у кого-то бэкграунд хороший был в плане спорта, а кто-то, может быть, от проблем убегает, от каких-то своих, а может быть, какую-то эту пустоту хочет заполнить свою этим бегом. А кому-то общения не хватает, по-разному. Я бегаю с того дня, когда первый раз в Алмате появился марафон. Я увидела на улице, это на столбике, это идет марафон. А потом думаю, люди бегают, почему бы мне не побегать? Вышла на марафон, пошла, побежала, с тех пор бегаю и бегаю. Я бегаю, потому что я хочу все время находиться в форме, в хорошей физической форме, в подтянутой, чувствовать себя молодо и круто. Я бегаю, потому что это весело. Я бегаю, потому что это самая здоровая привычка, которая есть сейчас у меня. Я бегаю, потому что люблю бегать. Я бегаю, потому что тоже люблю бегать. Можно на казахском скажу тогда. Я бегаю, потому что мне это нравится. Бег – это жизнь, бег – это то, что я люблю делать. Не, сұрақ қоясыздар ма? Жоқ, өзіңіз айта беріңіз. Мен жүгіретін себебім, жүгіру денсаулыққа өте пайдалы. Соны әрбір адамға қалаймын жүгірген. Басқа ештеңе айта алмаймын. Я бегаю, это благотворительность. Баршаларыңызға сәлем, мен жүгіремін. Я теряю. Мен жүгіремін осы өзім үшін, денсаулық үшін және қазақтардың рухани өнерін көтеру үшін.
Вообще, как бы бег почему еще доступен для всех? Потому что это физиологически нам самое близкое. То есть, если взять любой другой вид спорта, игровой, там, даже взять, если единоборство, это немножко неестественно. То, как мы развивались, как мы ходили, охотились по эволюции, да, то есть человек раньше, он постоянно охотился, бегал. То есть есть же вот история про то, как люди охотились там за оленем в степи, ну или в лесах. У животных нету такой штуки, что они бегут и рассчитывают свои силы. Он видит опасность и бежит на всю силу. Потом перегревается, останавливается, ждет. А человек в этот момент постепенно по следам его догоняет. И вот так изматывая, там, в течение суток он просто изматывает свою жертву там, и добывает. То есть для человека бег это всегда была естественная штука. А сейчас все сели. Дома ты на диване сидишь, на работу едешь, на машине сидишь, даже по лестнице не ходишь, эскалаторы, на работе целый день сидишь, лишний вес. И как бы, когда ты приходишь в бег, это самая естественная штука, куда ты можешь направить свое здоровье. То есть очень легко начать с бега. Как марафон пробежал? Марафон, отлично говорят. Средний результат для всех бегунов. Но для меня это впервые в жизни я бежал все время. Я, ну, как пешком не ходил, на ход не переходил. Все время пробежал. Смотри, вон время на табло. Давай! Я бы сбегал 21. Ну, тренер говорит, что я буду готов где-то осенью нормально пробежать. Осенью, чтобы легко пробежать его, как десятку, я собираюсь, думаю, пробежать. Буду заниматься теперь усиленно. Всегда. И удобно. Я сейчас совмещаю у сына здесь тренировки по футболу, а у меня тренировка по бегу. Классно получается. Следующая цель 21. Так классно бегать это. Пиво бросил, все? Пиво, да. Почти.